Хей, приветствую всех, и сейчас вы увидите мой сделанный вручную словарь по английскому, за время написания которого я продвинул свой уровень с Intermediate до Advanced. Приятного просмотра. Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Forgotten, и я думаю, что некоторые из вас знают мою любовь к английскому, но, конечно же, большинство об этом не имеет никакого понятия, и сегодня мне хотелось бы рассказать про одну вещь, которую я веду уже на протяжении более 2 лет. Мне есть, на самом деле, очень много чего рассказать о ней. Возможно, я все даже не смогу запомнить, чтобы рассказать, но это не важно. Возможно, кто-то скажет, что словарь — это не лучший способ обучения английского, и я с этим абсолютно соглашусь. Но в этом видео мне бы просто хотелось сохранить память, что ли, об этом блокноте, потому что он уже очень старый, учитывая то, что он вообще был выпущен где-то около 1989 года. Как вы можете это видеть, это еще моего дедушки. Это даже не совсем блокнот, но я не буду объяснять, что это такое, потому что я, в принципе, сам не знаю, как это называется. Но, впрочем, не важно. Вот, веду я его уже более 2 лет. Начал я его вести получается, в июне 2017 года. Вот, можно посмотреть, я уже его практически полностью исписал. Он, конечно, уже очень много страдал, отрывался вот отсюда. Один раз в школьном рюкзаке я пролил сок, и поэтому он тоже пострадал, это можно видеть на краях. После этого я просто брал фен, каждую страничку просушивал, лишь бы только его сохранить. Вот, в нем у меня где-то исписано страниц 50, или даже больше. И вот на каждой из этих страниц у меня по 25 слов. Нет, у меня здесь явно не 50, это я преуменьшил. В общем, у меня всего здесь где-то 2000 слов. Вот, я не знаю, поверите вы мне или нет, но вот у меня все исписано, кроме вот странички одной. Даже не странички, а листа, вдруг кто-то будет придираться, вот. Вот, лист и еще немножко. На самом деле я уже не могу его заполнить на протяжении, наверное, недели. Я просто ничего не пишу. Наверное, потому что учеба и все такое. Но я думаю, что когда у меня появится время, я его закончу и начну уже переписывать в новый блокнот. Но о нем немного позже. Да и вообще я о нем не хочу особо рассказывать. Хотелось бы рассказать об этом и почему я вообще его начал. И как я его начал, что я поначалу писал, как я потом писал. Началось все с того, что я просто захотел стать лучше в английском, знать гораздо больше слов, потому что я увлекался английским, и я смотрел английские видео, и мне достаточно много слов было непонятно, и поэтому я решил ввести словарь, и вот, в принципе, все и началось с этого желания, и поначалу я записывал просто абсолютно все слова, которые мне встречались и которые были мне неизвестны. И вот вы можете видеть, у меня даже здесь почерк еще был, такой себе слабенький. Я также писал разными ручками, позже я перешел на одну ручку, вот, и также я писал слова, то есть просто слово и переводы. Я не писал значения на английском, что я позже также изменил. Вот, вы можете, в принципе, видеть разные ручки, вот такое у меня было отношение, наверное, к этому тогда. Мне просто захотелось записать как можно больше слов. Вот, также после того, когда я написал несколько страниц, мне хотелось повыделять синонимы разными цветами, как, например, вы видите здесь на слове hinder, и там дальше у меня синонимы, например, confine, abstract, там дальше было еще. Так, вот, это уже другой цвет, вот и здесь есть желтый еще и красный. Но эта привычка у меня не сохранилась, поэтому у меня только буквально пару слов выделено цветами. Вот это не важно. Возможно, кто-то спросит, откуда я их брал. Брал я их в основном с видео с Ютуба, и, возможно, буквально несколько слов я брал с постов из Инстаграма.
также потом в дальнейшем я начал читать Гарри Поттера на английском, из него я также очень много слов достаточно выписал. Ну, конечно же, не сказал бы, что прям сильно много, но, наверное, пару листов оттуда точно были. И они на самом деле не особо-то такие и полезные, потому что там в основном устарелая версия. Так, вот это помню. У меня брат оставил такой след. Я был на него, конечно же, зол, как вы, наверное, могли подумать, догадаться. Вот, так, что бы еще рассказать? Да, хотел бы рассказать, что также он состоит из нескольких частей, мой этот словарь. Вот с этой стороны, где я сейчас листаю, здесь у меня чисто слова, ну, то есть просто всякие слова, там глаголы, существительное, прилагательное. Вот, кстати, hamper, abstract, о которых я вам упоминал. Вот, то есть у меня здесь есть слова, вот с другой стороны у меня фразы, сленги, и в самом конце у меня пару страничек, где я выписывал всякие фразы, которые мне понравились, которые меня тронули, что ли. Вот, кстати, вы, наверное, можете видеть, что здесь у меня уже почерк чуть-чуть получше, чем был. Вот, и здесь, кстати, еще достаточно хорошо все сохранилось и видно. Вот, например, дальше, где я начал писать больше, то есть где я уже писал слова с их значениями, вот это где-то вот здесь начинается, то там уже странички пошли погрязнее. Нет, еще не здесь. Вот. И я, как я уже сказал, то я просто переводил с английского на русский, и я писал, как правило, несколько значений русского, чтобы как бы было более понятно. Вот здесь уже начинается, как вы можете видеть, я уже писал обозначение этого слова в скобках. Вот, то есть уже более серьезно принялся за это. Так, вот здесь я помню, название цветов учил. Блин, на самом деле, если я буду смотреть на каждое слово, то я могу вам, в принципе, даже вспомнить, где я его брал, откуда я его брал. Но на это тогда уйдет очень много времени. Вот, так, здесь уже начинается очень много. Definition это будет на английском. Вот здесь я уже начал писать word meaning, хотя я, наверное, и раньше начал писать, да. Word translation, а тут уже word meaning. Вот, вы можете видеть, что здесь оно чуть-чуть как бы уже начало цвести, что ли. И, как сказать, ну, уже все не так красиво, но все-таки. Вот, здесь уже полностью страницы заполнены до конца, и даже иногда не влазило, и приходилось писать в 2 рядка. Вот, ну и вот, закончил я на вот этих вот прекрасных словах. В основном в конце я начал брать слова уже какие-то из песен или же из, опять же таки, видео, но которые уже реально используются. Ну, хотя, в принципе, здесь у меня в основном очень всякие сложные слова. И если я начинал и я не знал много всяких средних слов, то потом я, в принципе, они оказались достаточно несложные, и я как бы их выучил, и я дальше начал писать и учить очень сложные слова. Ну, конечно же, хотелось бы также сказать, что я всего, что я здесь написал, не знаю. Я, наверное, знаю, ну, я так прикидываю, где-то процентов 20 из всех этих слов. То есть, если у меня всего 2000, то, наверное, 400 я в них уверен, а остальные это как бы, если я увижу их, допустим, в тексте, то я, скорее всего, вспомню, что они значат, а самому использовать их, как бы, это я не могу. Так, вот этот листик, и здесь начинаются уже всякие фразы, сленги. Это, кстати, я считаю, это намного полезнее, чем все то, при том, что у меня этих фраз, сленгов гораздо меньше. Но, тем не менее, я их очень часто использую. Конечно же, опять же таки, не все, но они гораздо полезнее, поэтому, в принципе, если хотите как-то улучшить английский, то желательно не переписывайте слова, а переписывайте именно всякие фразы, потому что с ними вам будет гораздо проще. Ну, фразы, там, сленги, еще всякие словечки, там, вот. Так, ну вот, в принципе, вот уже подходим к концу. Так. Вот, это было начало фразы, я написал просто фразы. Вот, и я помню, здесь даже первые слова я выписывал с какого-то, с политического по-моему, даже с BBC я вот это первые словечки выписывал, а потом уже в основном с фильмов и тоже не знаю откуда. Ну и в самом конце у меня здесь есть всякие фразы, и, конечно же, он порват, поэтому, в принципе, я и купил новый. Ну, вот такой словарь, как я уже и говорил, здесь примерно 2000 слов. Вот мой новый.
Он, конечно, пообширнее будет, и обложка у него получше. Это уже реально хороший блокнот, и он просто так не поломается. Не знаю, конечно, когда у меня будет время переписывать все слова из этого в этот. В принципе, я даже не думаю, что буду так делать. Мне хотелось бы как-то структуризировать слова, то есть, чтобы, допустим, синонимы к одному слову были там на одной страничке, за ними были синонимы к другому слову и так далее. Конечно, это будет очень сложно, я даже не уверен, что я с ним справлюсь, но хотелось бы как минимум постараться это сделать, попробовать, потому что, ну, синоним в английском — это все. Вот. Также хотел бы сказать, что я достаточно хорошо владею английским, и я достаточно хорошо знаю методы его обучения, поэтому если здесь наберется какое-то количество лайков, если я замечу, что людям это интересно, то я, в принципе, расскажу вам эти методы, и я вам даже дам конкретные примеры, как и что делать. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Forgotten, всем удачи и всем пока.